Приветствую вас, друзья, подписчики, охотники, рыбаки, добытчики, промысловики. Хотел я вот рассказать вам про то, как ставится фитильная ставка. Много про это было комментариев, и вы все писали: покажи, как это ставится. Ну вот в примитивном таком состоянии растянули мы как раз ставку. Сейчас разберем, где юбка, где бочки, как это что привязывается и как это все делается. Давайте приступать. Ну вот, господа, сама бочка фитиля, бочка, состоит из таких колец. Бывает столистую проволоку ставят. Вот здесь какая-то в оплеточке, но она имеет свою форму держать. Входные конусы, распертые на веревочках. Ну и здесь, где основная рыба попадает, и оттуда вынимают ее, вытаскивают, развязывают, и она высыпается там. Вот, господа, вот эта юбка, она идет вот такой вот, смотрите, как горловина, труба из мережи сделана. И сколько у вас глубина, где вы ставите, она должна быть на метр, может быть даже 2, чуть побольше, чтобы сам фитиль целиком вытащить на поверхность льда. Вот, видите, веревка привязана обязательно за верх фитиля. Поэтому вы опускаете за нее, чтобы он разворачивался ровненько, и поднимаете вот за такую вот веревку. Вот, друзья, конечно, это абстрактный запор, который от берега кольями через метр-полтора продевается кольями. Берется мережа и прошивается шнуром обязательно, чтобы натяжка была. Тут ее удваивать, усаживать не надо. Тут она садится почти напрямую. И вот так вот колья 20 метров, 10 метров, 15 метров, 50 метров. Стоят такие колья. И через каждых 1,5 метра. Вот здесь вот кол, который подходит к самому фитилю, не привязывается. Через 20-30 сантиметров по запору идут вязки до самого низа. И на колях везде снизу делаются зарубки обязательно, чтобы ни вверх, ни вниз не смогло соскочить. Держалось очень жестко, потому что там течение, саба, давление водяное очень сильное. Вот. Ну и как его ставить? Смотрите, видите окно? Вот в этой бочке, в которой труба идет туда и туда, делается окно. Окно на шнуром продето в квадрат. В квадрат. Здесь вот один груз подвяжен, да, на всякий случай. Есть люди, которые не подвязывают этот груз, ставят дополнительную тычку сюда. Некоторые ее не ставят. Вот с грузом можно ее не ставить, оно так все натягивается. Вот, значит, здесь, если убрать запор, получается, также снизу провязываем и вытягиваем настолько, сколько надо. Вот эта бочка у вас рассчитана. И здесь наверху затягиваем. Еще посередине можно провязать вязками, чтобы от жерди не отходила дель. Вот. Сзади привязываем распорку и натягиваем ее, чтобы этот квадрат стоял ровно квадрат. Значит, запор у нас ставится жестко. Потом мы заводим стычкой запалку запора и вот так вот связываем их, чтобы они друг друга прям касались там глубоко по дну. Поэтому чуть выше течения затаскиваете, и он у вас вниз опускается. Здесь, значит, рыба идет всегда против течения. Значит, окно вот это ставится
с той стороны. Вот течение у нас вот туда идет, направление. И окно всегда с этой стороны ставится, потому что рыба упирается в запор, а потом аккуратненько заходит вот в это большое окно такое. И распределяется либо в тот, либо в тот. Бывает по-разному, зависит от рыбы. Налим, он любит нижний, щука любит верхний. Ясь тоже распределяется по-своему, попадает. Так, вот. Значит, сверху долбится такая пода, называется, куда опускаются фитили вместе с кольцами. Значит, вся эта длина считается, чуть на метр больше берется и долбится с одной стороны и с другой стороны лунки. Значит, продеваем шнур под низом, цепляем тут, там, за тот конец и начинаем затягивать сам фитиль. Один, значит, тянет, второй придерживает вот эту веревку, чтобы его течением не крутануло, не закрутило вот эту вот юбку. И чем сильнее вы натянете, тем точно будет вот эта вот труба развернута подо льдом, под водой. И вот здесь вот, соответственно, натяжка. Значит, на колу, которая здесь будет, нужно будет сделать зарубку и завязывать прям узлом. Здесь обязательно берется так вот, делается узел. Побольше берите, не страшно. Веревка должна быть длинная. Рыба бывает много попадает. Вот, получается узел. Все. И сюда веревку, прогон продеваете. Оттуда и до сюда. И потом здесь вы его подцепляете, когда будете проверять. Значит, вот за эту веревку, только там, в выбранной лунке, потянете и будете потихонечку подтягивать его к себе. Вот так вот. Все, потом за кольца переберете и вытащите уже с рыбой. Вот так вот. Еще один моментик хотел рассказать. Есть двойная ставка фитильная. Когда берется от берега запор, ставится вот такой вот фитиль, если у нас там берег вставляется. Потом опять берется там 5-10-метровый запор и подставляется туда. Еще проходит по дну запор, и там подставляется еще один такой фитиль. Но это места, где по разной глубине попадает разная рыба. Ну и вот все, что я хотел вам сказать. С вами был Сергей, и это канал Лисий Пень. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Оператором у меня был Алексей Мальцев. У него есть канал, ссылочку оставлю в описании. А всем пока, удачи в нашей нелегкой жизни.